Здравствуйте! Сегодня я хочу заменить магниевый анод в баке, ну и заодно клапан сброса и обратный клапан. $3, $1,5. У каждой истории есть предыстория. Предыстория такая. Был у нас бак, отработал он лет 5 и сгорел на нем тен. После того, как я поменял тен, во время того, как я менял тен, я обнаружил там неизвестное устройство, напоминающее ржавый гвоздь. Я его выкинул, поменял тен, собрал, и через 2 месяца у меня потек бак. Когда я поехал в магазин покупать новый бак, начал спрашивать у продавца, что может быть. Мне продавец показал вот такую штуку. Сказал, вся причина в ней. Вы ее меняли? Нет. Ее нужно менять примерно раз в год, либо раз в 2 года. Теперь я знаю. Мы купили новый бак, отработал у нас 4 года. Нужно иметь совесть все-таки его поменять, пока ничего не потекло. С инструмента нам нужно, в случае с моим баком, отвертка, шестигранники, ключик на 13 и 22-24. Приступим. Сначала отсоединяем электричество, затем снимаем крышку. И сливаем воду. Да, надо перекрыть краны еще. С этого крана при расширении вода попадала на шлангу, и она начала гнить. Поэтому хочу сюда заказать шланги из гибкой нержавейки. После 3 минут выбегания воды в конце побежала вот такая водичка. Итак, здесь у нас 1, 2, 3, 6 болтиков. Сначала нужно каждый сорвать. Вдруг какой-то не пойдет, тогда придется полностью снимать бак, либо же закрутить назад и пока еще пользоваться так до лучших времен. Без нее намного легче будет. Вуаля! Посмотрите, какая красота. И вот та непонятная штучка, которая была в том баке, от которого я вот это просто выломал и выкинул. Тен, в принципе, прилично выглядит. Ну что ж, как видно, с магниевого анода остался только стержень, на котором держится магниевый анод. Вот 4 года эксплуатации. Стыдно.
нужно это делать каждый год. Ой. Так, чищу. Так, забыл сказать, пока чищу. Значит, в бойлере стоит резиновое кольцо. Там. И когда вот это вытаскиваете, надо вытаскивать очень аккуратно, чтобы его не порвать. Иначе придется вырезать с камеры или заказывать вообще новое. Аккуратненько отверточкой, чтобы ничего не повредить, вычищаем. Вот смотрите на разницу. Как есть и как должно быть. Продолжаем. Так, значит, вот я выкрутил. Показываю, вот, без него. Как я выкрутил? Так плоскогубцами я не мог выкрутить его. Я его вот так согнул аккуратненько, сорвал, потом выровнял и выкрутил. Еще раз. Как должно быть, как есть. Я не знаю, через сколько времени прошло. Год прошло, 2, когда он полностью осыпался. Может быть, вот это вот есть его остатки. Или это просто от воды, от жесткой. В интернете я пытался читать, конечно. Это сложно. Какие он там химические реакции, укрепляет металл. Там вода жесткая, кислород. Много-много пишут. Я думаю, кому интересно, лучше почитайте. Я понял только одно, что его нужно поменять. И помня слова продавца, нужно это делать раз в год. Вот так примерно должно все выглядеть. Уже собрался ставить, посмотрел бак. А здесь ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще рука туда не пролазит. Придется звать помощника с худенькими ручками. Еще вот такие 3 кусочка. Это, я думаю, это магниевый анод. Значит, он все-таки еще работал немножко, спасал бак. Удар брал на себя. Теперь самое красивое. Вот что внутри в баке было. О-ля-ля. Что я буду делать? Берем сифон. Вкручиваем. Убираем колечко, чтобы не потерялось. Ставлю на место. Так, как он стоял? Есть ли разница? По-моему, вот так. Выпускать воздух через кран, вот эта трубка, она идет почти под самый верх.
Когда бак наберется, отсюда вода побежит, я воду закрою и подсоединю вот эту шлангу. Так быстрее. Вот водичка побежала. Все, нигде ничего не течет. Подсоединяем эту шлангу, проверяем, подсоединяем электричество. Для безопасности лучше полностью выключить электричество. Все подсоединил, греем бак, моем ванну, пользуемся. Всем спасибо. Меняйте вовремя магниевый анод.